будет залазить. Еще нагибаться забором. Я спускаюсь. Давай. Ты снимаешь? Ну да. Я спускаюсь в лабиринт. Охренеть. Такой дыру никто не заметил. Капец. Водную. Добрые люди тут решетку подпилили. Спасибо добрым людям, отогнули. Вот мы находимся в пещере. Вход цивильный в виде бетонного туннеля. Сделаны по всем правилам горного дела. Сейчас залезет остальная группа, и мы пойдем в каменоломню. Нет, когда начнется по фотосъемкой заниматься будет уже неохота. Кто здесь прячется? Я буду по ходу снимать. Мы зашли в большой лабиринт. Эта пещера называется Большой лабиринт. Это каменоломня. Здесь добывали камень для построек. Смещающая порода, на первый взгляд, это песчаник. Сейчас мы попробуем пройти куда получится. Здесь большой зал. Явно Завален, обвален. гравитационный рост. Да, вот этот зал полностью обрушился. Пещера посещаема. По легенде, здесь был лабиринт Минотавра. Но это более поздняя легенда и, конечно, такая уже современная. Здесь протянуты ниточки. По ним сюда входят Вот она, нить. редкие посетители. Да, вот она, нить рядом. А, смотрите, вот она заканчивается и привязана другая нить. Мы прошли один глубокий завал. Кстати, остатки рельса гнутого. Да. Если рельса, возможно, она использовалась в более современный период. Очень ровные колонны. Насколько я помню, рельсы были, вот снаряды немецкие. Рельсы проложили немцы, поскольку да. они устроили здесь склад. После них здесь больше никого не было. Смотрите, склад снарядов. Вот, собственно, сами снаряды. Прикольно. Не трогай. Что за снаряды-то? Кто разбирается? К сожалению, не могу сказать. Ну вот эта маркировка какая-то. А вот, кстати, хорошо сохранилась. Оригинально. Какой-то вообще гранатомет. Это базука, что ли, немецкая? Здесь видно какие-то накладки. Погоди, а может это футляр был для снаряда? Хотя имел ли он смысл? То есть заряд здесь лежал, его вытаскивали, а это кидали, хотя странно. Пойдемте. Ну, кстати, да, вот видите, здесь нету этого взрывателя. Капсула. Это капсула, футляр, а вот это снаряд, наверное. Вот здесь взрыватель должен быть. Это называется капсула. Капсулы. Здорово, мне нравится. Вот еще какие-то. Вот может. Найти бы еще склад такого микенского оружия. К сожалению, нет, здесь какой-то забой заложенный. Сделано какое-то помещение, им, видно, пользовались, гвозди в стенке забиты, кладка сложена. Мне кажется, пещера не такая большая. Кстати, по съемке судить, то сейчас мы 15 минут все обойдем. Еще, мне кажется, какая-то более поздняя кладка, и там еще... Вот еще разодранные какие-то части снаряда. Осторожнее, вот это боеголовки. Да. Можно будет показать нашим всяким питерским специалистам военщины. Они все расскажут. Вот здесь какие-то они вообще раскуреженные, такое ощущение, что они взрывались. Либо их здесь взрывали специально.
Судя по ручкам, это вообще что-то другое. Какие-то ящики. Слева какой-то большой обвал. Что-то очень серьезно обвалилось, да. Я думаю, за него не полезем. Там есть с той стороны какой-то объем. Я не понимаю, пока где здесь древняя часть. Есть ли она тут вообще какие-то свечки на заряды. Вот в заборе. Кстати. Ребята, греческие партизаны развлекались. Кстати, вот он здесь проход, а дальше завалено конкретно вот эта дыра. И все. И вот завал. Вот тут начинается галерея, я так понимаю. Фонарик сдох. Вперед. Здесь выше температура, видимо, более дальняя, более теплая часть пещеры. Да, у меня объектив запотел. Мы вошли в галерею, которая выходит из колонников. Здесь, в принципе, тот же самый колонник, только пространство между колоннами заложено. И получился вот такой вот прямой ход. Довольно высокие потолки. Похоже на наши подмосковные каменоломни по структуре. Тоже колонник, тоже заложенное пространство, но намного выше потолки и намного шире сами проходы. Какая-то большая высота справа. Граффити. Да, тут какой-то высокий забой. Осторожно, плиты шатаются. Смотри-ка, 1840 цифра. Смотри, вот здесь. Воль, бато. 1840. В 19 веке. В 20-х годах была первая топосъемка этого объекта, поэтому Полагается, наверное. может быть. Туда Да, пройдем? да. Потому что сюда тоже вход. Мне Здесь кажется, пильная колония. Они просто так делали. вот кто-то использовал ниточку, чтобы не потеряться. И кто-то использовал светящуюся краску. 1930 вот. 1933, 1840. Дарассе. 1840. 1779 или 70 вот. Сейчас мы тут немножко на граффити. Да, хорошо, я Да, какие-то даже 1700. параллельный штрек. Мне кажется, нам все-таки вот в ту сторону дальше. Эффект какой-то. Смотри, пикеты, судя по всему, 68, 63. Да. Круглая яма вполне. Кто-то здесь жил. Вряд ли кто-то здесь жил. В подмосковных каменоломнях иногда вот такие ямы делали для того, чтобы туда сливалась вода. То есть там по мелким трещинам в каменоломню поступала вода, и они делали вот такие вот ванночки. Но это каменоломня сухая. Зачем она здесь, непонятно. Да не видно следов воды. Сюда подальше следы не видно. Такая серьезная штука. Или Это
то, что у нас на карте как тупик обозначено. Ну, да, какой-то шкурник есть. Я вот смотрю, вот это вот пильное или нет? Ну, вроде нет, просто они так зачищали. Мне кажется, они готовили сразу блок. Ну да, они прям... Потому что отходов не так много. Часто встречаются вот такие вот кружочки. Что-то сгнило здесь. Ганс 04. По всему забору налево. Предлагаем дойти до забоя, до большого. Ну, нам направо или налево? Направо? Давай направо. Там в обе стороны забой. И вот мы видим колею от колес. Мне кажется, не очень маленькая. Да. Пикет 56. «1832 год. Габри Челетес». Что-то сложное. Выше. Вот на греческом, судя по всему. Компати. 1859 год. А вот еще Лемикиа Раки. 1864 год. Карандашный. Карандашный тоже старинный. Скорее всего. А вот что-то. Крис какой-то. Угу. Ну, пойду у Кати тоже. Тут, видимо, кто дошел, тут оставил. У меня тут целая стена суровая. Надписи на надписи. Какие наиболее древние? Кстати, интересный зал тут какие-то. 59-й. 1783, смотри. Вот, 1700. Не верю. А зачем? Когда? Слишком современная. Что? 1783? Не, дома смотри, как написано. Почему не верю? Она была уже тогда. Давай еще посмотрим. Любопытная стена. 1943. Слушай, это, наверное, немцы оставляли в 43-м. 50-е это после немцев. Сверху, кстати, интересная табличка. Да, какая-то. Да. Ну вот 943 это да, верю. Что за табличка-то? Ну-ка. Одесс. Не, вот смотри, вот в 909-м Юби Бойс, Джуби Бойс, 1938-й, 49-й. Активно посещалась пещера в прошлом веке. Легко доступно. Что там за табличка? Ну, там какая-то граффити в виде картинки есть. Хронополос. Декан Хронополос. Феод. Мессини. Мессиниас. 21-9. Вот старые пикеты. Да, давай покажем. Какого они, 19 века? Хотя не, проработка вроде более поздняя. Нет, эта карта более поздняя, по-моему, 85-го, нет? Ну, наверное, там были накопченные какие-то пикеты. Ну, Да. вот есть вторые. Это уже 20 век, эта карта. И вот мы вышли в еще один большой забой, да? А, кстати, плиты видно, которые не Это, я вырезаны. так понимаю, забойная линия. Вот туда она продолжается. Там Да. отработали, здесь засыпали. Обрати внимание, что шли квадратно-параллельно. Вот тут как бы прямо параллельно вглубь начали. Вот я не могу понять, у них вот это вот были какие-то включения другой породы или они что? Они на разной высоте?
Вот это глина. Ну, это да, Товарищи, прослойка. Я думаю, что между ними брали тоже. Вот они шли по этим прослойкам, а прослойки очень ровно идут. Здесь мы видим кальцитовую пленочку, покрывающую старый слой выработки. Здесь она либо отвалилась, либо... Вот видно, что она обсыпалась. Да, она обсыпалась. Ну, тут граффити. Ну, то есть такая пленка, чтобы образовалась, должны были после разработки пройти много столетий. Да, некоторое время, учитывая, что сейчас каменолом не сухая, здесь должна была быть вода. То есть был какой-то мокрый период. Она издалека выглядит как штукатурка, но на самом деле, вот если чуть-чуть ближе присмотреться, это кальцитик такой тоненькая пленочка. И вот видно, что здесь был не один период, ну, то есть такой более мокрый. Да. Налево? Да. Это куда? Вот сюда. А, мы сейчас тут находимся. Ага. Давай сначала там глянем, потом налево. Ну вот еще один забой с абсолютно ровными стенками. Так, вот давай дойдем до этого забоя, там какая-то вон рука на стене нарисована, есть граффити есть. Пойдем подснимем. Рука. О, тут красиво. А вот здесь натечка, кстати, есть сверху, смотрите. Натечка есть. А нашим грекам не будет интересна датировка этой камеры? Как мусора? Ну что? Тут глины много важной. Тут потому что вода поступает вот здесь. Антон, где мы? Давай проведем советы. Куда дальше идти? Хорошо. Ты понимаешь, куда идти дальше? Туда. Тогда пошли. Туда веди. Сейчас накатывается, мы тут находимся. Вот тут? Да. Давай туда веди. Уже без укатывания. Давай вперед. Сейчас огнем. Осторожно здесь. Там есть проход? Что, у меня такое ощущение, что мы здесь были. Ну, туда, наверное. Нет, мы по кругу идем. Право. Какой-то проход. Потолок обрушился. Ну, пойдем. Это кратчайшая дорога. Насколько я понимаю, карта. Полушкурная тема. Шкурничек. Мы готовились к таким вещам. Компоноваться. Скажи нам, там дальше лучше. Ну тут прям. Повернись на меня. Там увеличивается проход, да? Да не особо. Есть там большие шкуродеры. Да. Давай за ними, я завершающий.
Не знаю, но по крайней мере на топ. Давай за ним. Там должен быть такой вывал. Что, давайте попробуем. Я просто не знаю, как тут еще-то. Да, мы зашли в низкую часть, получается. Здесь все уже засыпано отработкой. Мы можем пойти дальше. Готовы? Да. Антон, на тебе тогда ориентировка. Пытайся зацепиться за что-нибудь. Какие-то развилки. Лево, право. Прямо. Стрелка указывает налево. Я помню, по карте там справа еще какая-то путанная часть. Давайте Иди, давай посмотрим на карту. Давайте выйдем к нашим, потому как у нас время, и мы уже опоздали. Какие У там нас третий, начиналось. кстати. Или 30 какой-то. Антон, давай по карте сориентируемся. Или так пойдем? Раз пришли, давайте по карте посмотрим. Да, давай карту. На. Так. Вот эти вот черные херовины. Мы должны были выбраться куда-то сюда. Вот сюда, да. Потом мы пошли налево. Подожди, нет, чего? Мы вообще вот мы... Где, по-твоему, Антон, покажи. Я вообще не знаю, вот тут по-другому все. Непонятно как-то. Вот мы вылезли как бы сюда или сюда. Смотри, вот эти у нас были слева, допустим, да? Ну, мы отсюда Значит, куда-то мы- сюда ушли, мы должны были выйти. Допустим, вышли Мы вот должны сюда, были выйти вот сюда. вот сюда. Мы вышли, пошли сюда. Повернули налево. Ну, наверное, нам придется вот так обходить. Мы вполне возможно могли вообще вылезти вот после вот эти вот, видишь, вот это раз, два, и потом сразу направо. И вот сюда пойти. Я не знаю куда. Ну, давай прогуляемся, посмотрим. Вот нити же куда-то идут. Это забой, да? Ага, мы можем идентифицировать его на карте. Направо что-то там есть. По-моему, по нитям надо идти. Давайте по нитям пройдем. Они идут по основной магистрали. Явно откуда-то протянуты. Сейчас. Ну вообще вот как бы... Нет, по-моему, мы вылезли вот в эту часть. Ну. вполне И возможно, надо вот это так и что-то обходить вот отсюда. так. Предлагается по нитям двигаться. Ну теперь-то я точно не могу. Ну вот тут, да? Вот тут, вот отсюда я жду перекоротки. Да. Давай двигаться дальше. А, ну и куда они ушли, интересно. Илья! Да, они пошли туда. Антон вроде сориентировался, по карте мы нашлись. А где мы сейчас? Где-то, по-моему, вот тут, вот в этом проходе. Ага, ну мы сейчас Нашел свою ориентацию. пойдем. Иди вперед. Мы дошли до каких-то интересных ходов, которые отбутованы и обмазаны глиной. Немножко заблудились. Это, получается, западная часть системы. Вот, и тут такие... Ну это уже современная Ну да, это конструкция. современный, вон, смотрите, железо, я думаю. А, кстати, вот такой тип Тоже. очень часто встречается в всяких рудниках углерода, когда всякие рельсы подложены
на забутовку, а сверху каменные плиты. Мы идем по нитям, и реально, на самом деле, они нас выручили. Мы куда-то в эту часть вышли, да? Да. У нас развилка какая-то. Может, вот это? Нет, мы где-то вот здесь. Куда нам? Я думаю, по нитям надо идти, так будет проще. Нам направо. Направо? Направо, в А вон смысле, такие вот сюда. 23. Ну, давайте пойдем. Красная стрелка. Направо отсюда. Мне кажется, мы нашли второй выход. Да. Похоже на то. Там есть выход. Мы нашли мертвого Минотавра. Вот он какой, измельчал. Наши поиски увенчались успехом. Минотавр найден. Пахнет А вот опять. рядом.